Здравствуйте, всем привет! Меня зовут Марина. Сегодня записываю второе видео и хочу его посвятить Павлу Оболенскому и высказать ему огромную благодарность за то, что он делает. Это здорово. Я познакомилась с двумя его продуктами. Это «Крыло времени» и «Хонобот». Поясню. «Крыло времени» я вступила 26 дней назад, прошла его благополучно, много нового узнала, и мне захотелось посвятить в это своего мужа. В конце 13-го дня, перед тем, как вступить в первый тон Хонобота уже, значит, мы едем в машине в первый тон уже непосредственно. И я предложила мужу поучаствовать. Но что он так, скептически поулыбался и сказал, что, вот ты что-то опять в какие-то сказки начала верить, вот что такое происходит, там у меня и так проблем хватает. Я говорю, ну хорошо, давай, ты ведь ничем не рискуешь, ну попробуй. Допустим, вот какие у тебя сейчас там проблемы и что бы ты хотела решить на данном этапе? Он говорит, ну, ты знаешь, что мы строим квартиру, там это цокольный этаж, и переделка крыльца, в общем, очень хлопотно, и жильцы дома запротивлялись, начали писать письма, в общем, все закрыли, перекрыли, и, соответственно, нужно решить этот вопрос. Я говорю, хорошо, давай запишем первым пунктом, что ты хочешь, как можно хорошо и максимально решить этот вопрос, чтобы все остались довольны, то есть построить крыльцо. Он говорит, да. Я говорю, ну хорошо, вторым этапом что ты хочешь? Он говорит, я хочу продать дом Богатенкова. На минуточку, дом Богатенкова мы продаем уже 5 лет. То есть это объявление висит, оно у нас как бы не сильно мучает, потому что нам есть где жить, и дешево мы его продавать не хотим. Но конкретного человека, который бы хотел, сказала, прихожу и покупаю, как бы не было. Я говорю, ну хорошо, давай запишем продать дом Богатенкова вторым пунктом. Третьим пунктом он сказал, ну неплохо было бы и машину поменять. Я говорю, ты серьезно? Вот ты прям за 13 дней решил вот так. Он говорит, ну ты же сказала, что там чудеса чудесные, почему бы и нет? Я говорю, ну ладно, давай. Записала так машину. Машина у нас тоже Lexus, и не каждый ее купит, и не быстро, то есть на него свой покупатель, соответственно, и он другую еще нужно найти тоже, пешком ходить не хочется. Ну, в общем, ладно, написали. Я говорю, еще будут пожелания? Он говорит, да, давай еще квартиры сдадим, там, где как раз сейчас идет ремонт. Это цокольный этаж, они тоже очень специфические, надо понимать, что там не каждый пойдет туда жить, потому что, это, скорее всего, студенты, потому что это в центре находится. Студентам будет удобно, может быть, тем, кто приезжает здесь временно пожить. Вот, и, в общем, заключить контракты о сдаче этих квартир. Мы это все благополучно записали, потом я записала свои уже пожелания ниже, там, о том, чтобы у меня бизнес развивался, и те приносило мне выручки в день, которые я хочу. И все, мы про это забыли, это было воскресенье, в понедельник, там это был второй тон, и я понимала, там от Хонобота приходили сообщения, которые я выполняла, и что вы думаете, в конце второго тона нам звонят и говорят, мы хотим купить дом у вас, но нам нужно оформить ипотеку, потому что там сельхозбанк какой-то, и, в общем-то, там нужно всякие моменты оформить, то есть это не очень быстро. Ну ладно, хорошо, мы не против, оформляйте. В конце, по-моему, в среду нам позвонили, сказали, что хотят купить машину. Мужчина тоже пошел в банк там договариваться, в общем, о кредите. Он сказал, что вот сейчас будет искать деньги, и ему вроде подождите, я за ней приеду. Мы говорим, ну ладно. И тут же нам позвонили, сказали, что у нас снимают квартиру. Вот там как раз на цокольном этаже. И мне муж такой говорит, это что такое? Это что такое? Я говорю, я тебе говорила, ты мне не верил. Я говорю, это все работает, все закрутилось, и вот, пожалуйста, тебе результат. То есть он, конечно, в общем, сейчас 13-й день. На данный момент мы квартиру сдали, заключили контракт там на 25 тысяч, как мы хотели. Единственное, что это какие-то еще пошли проверки, потому что в среду ее просто затопило по щиколотку там людей, и они теперь принимают решение, останутся они дальше там или нет. Но я так думаю, это тоже как бы наши отношения, как мы себя поведем, как будем, как бы испытания какие-то сверху даются. В общем, я просто сейчас пока за этим всем наблюдаю, мне очень интересно. А люди, которые собирались у нас купить дом и собираются купить, они оформляют сейчас ипотеку. То есть вот, потому что за 13 дней они это все, конечно, не успели сделать.
Вот. Потом, что касается по машине, тоже мы ждем ответа, потому что он ждет, когда ему банк эти деньги выдаст. Я потом позже это все вам расскажу. Конечно, я хотела дождаться, когда все сделки уже будут завершены, и этим поделиться, но ничего страшного, запишу еще одно видео, потому что поделиться уже все равно есть. Это уже все равно все сработало, это все равно все работает, и ради этого я это видео записываю. Но это даже еще вообще не самое главное. Я хочу, чтобы меня сейчас услышали, потому что самое главное — это взаимоотношения. То есть просто вы же моего мужа-то сейчас не узнать, просто не узнать, потому что, во-первых, он смотрит на меня сейчас совершенно другими глазами, потому что для него как будто какие-то чудеса. Мы вместе это все проектируем, вместе вот эти задачи ставим. То есть мы уже дышим и живем в унисон. И вот это стоит на самом деле дорогого. То есть мы поняли, как это работает. И у нас просто как будто волшебные палочки в руках оказались. И как я и тогда поняла, что когда ты своих домочадцев к этому приводишь, да, например, сына, вот ты как будто в них новую жизнь вдыхаешь. То есть они загораются рядом с тобой. И ты понимаешь, что у этого человека тоже огромный потенциал, который вот вы вместе в унисоне, когда вы гармонично вот это все заказываете и проецируете, это просто бомба. То есть это вообще просто работает, и вы можете создавать вот реально свои империи и вот, ну, вообще все, что захотите. Вот это стоит дорогого. То есть я-то лично хотела об этом видео записать, да, о том, чтобы люди научились между собой коммуникации наводить, да, уже даже тогда, когда они много лет вместе и уже как бы казалось бы, потому что у нас же как получается, спустя какие-то годы каждый живет и занимается своими делами, то есть это быт, это все заедает, съедает, и уже нет таких вот, кроме как когда-то там собраться и вместе поехать в отпуск, да, каждый живет и занимается своими делами. Поэтому вот здесь как раз-таки крыло времени, хунабот. Вот если люди здорово вместе проектировать, здорово вместе создавать. То есть вот я за это. Поэтому, Павел, тебе еще раз огромное спасибо. Я еще не одно видео запишу и вам обязательно сообщу, получилось ли у нас дальше. А завтра новый виток, и мы будем строить новые планы. Всем привет!